В новой серии события начинают разворачиваться с тревожной ноты. Ночи Аси становятся беспокойными, и ее преследуют сны, в которых она видит Парса рядом с Гюль. Эти образы настолько яркие и реалистичные, что после пробуждения у нее остается тяжелое чувство, будто все это произошло наяву. Она все чаще просыпается среди ночи, долго не может уснуть и, глядя в темноту, прокручивает в голове одни и те же мысли. С каждым днем это внутреннее напряжение только нарастает. В конце концов, не выдержав, Ася решается поговорить с Парсом. В тихой, почти напряженной атмосфере она рассказывает ему о своем сне. Парс внимательно выслушивает ее, стараясь сохранять спокойствие, и мягко уверяет, что никогда не предаст ее, пока она рядом с ним. Его голос звучит искренне, но даже это не способно полностью развеять тревогу в сердце Аси. В ее взгляде все еще читается сомнение. И именно в этот момент в игру вступает Лейла. Она словно чувствует слабое место Аси и начинает умело воздействовать на ее эмоции. В случайных, на первый взгляд, разговорах она намекает на возможную измену, задает вопросы, которые заставляют Асю сомневаться еще сильнее. Каждое ее слово — как маленькая искра, разжигающая огонь ревности. Ася прекрасно понимает, что Лейла может преследовать свои цели. Но любовь к Парсу делает ее уязвимой, и она невольно начинает прислушиваться к этим сомнениям, позволяя им укореняться в ее душе. Тем временем наступает 40-й день со дня смерти Чинара. В доме царит особая атмосфера, тихая, сдержанная, наполненная воспоминаниями. Ася берет на себя организацию поминального стола. Она лично следит за приготовлением блюд, продумывает все до мелочей, словно пытаясь через заботу о семье сохранить внутреннее равновесие. Когда вся семья собирается за одним столом, в воздухе чувствуется единство, которого так не хватало раньше. Алишан наблюдает за этим с особым теплом, а Султан Ханым не скрывает своей радости. Но именно в этот момент Алишан делает неожиданное заявление. Его голос звучит уверенно, но в нем чувствуется и усталость прожитых лет. Он объявляет, что оставляет свое место не только в компании, но и в семье, и передает его Парсу. За столом наступает тишина. Дочери Алишана и его жена переглядываются, не веря услышанному. Лейла первой нарушает молчание, и ее возмущение невозможно скрыть. Но Алишан не отступает. Он твердо заявляет, что принял решение и не намерен его менять. Парс, оказавшись в центре внимания, чувствует себя неловко. Он пытается отказаться, говоря, что не может занять это место. Но Султан Ханым мягко, но настойчиво убеждает его, что он достоин этого. В ее голосе звучит не только уверенность, но и материнская поддержка. В итоге Парс занимает место главы семьи. Рядом с ним сажают Асю, как его супругу. Этот момент становится символичным, но далеко не для всех радостным. Левент, наблюдая за происходящим, буквально закипает от зависти. Его взгляд становится холодным, а улыбка — натянутой. Он уже не пытается скрывать свою неприязнь к Парсу. Его поведение становится все более дерзким и непредсказуемым. В личной жизни Левента все так же беспорядочно. Он не может устоять перед соблазнами и пытается изменить Налан, даже не задумываясь о последствиях. Его внимание переключается даже на домработницу Надю. Налан же, несмотря ни на что, старается верить мужу, но постепенно в ее душе начинает зарождаться больное сомнение. Тем временем Лейла продолжает плести свои интриги. Она не просто хочет поссорить Парса и Асю, ее цель гораздо глубже и опаснее. Она мечтает о том, чтобы Парс исчез из их жизни навсегда. Ради этого она готова использовать любые средства, даже Гюль. Однако в какой-то момент Парс начинает замечать странности. Разрозненные события складываются в единую картину, и он понимает, что против него ведется игра. Он не сразу раскрывает это, но начинает действовать осторожно, стараясь опередить своих врагов. Дуру поначалу остается на стороне недоверия. Ее характер резкий и независимый, а она не привыкла идти на уступки. Но в ней есть и сильное чувство справедливости. Под влиянием Ямана ее взгляды постепенно меняются.
Она начинает видеть ситуацию иначе и в итоге встает на сторону правды, помогая Парсу. Парс, чувствуя ответственность за семью, принимает непростое решение. Он приводит Дуру в дом. Для нее это становится настоящим испытанием, но выбора у нее практически нет. Алишан, наблюдая за тем, как его дети снова собираются под одной крышей, испытывает искреннюю благодарность к Парсу. Для него это больше, чем просто поступок, это восстановление семьи. Яман тем временем становится важной опорой. Он поддерживает Парса и незаметно становится частью этой семьи. Его отношения с Дуру развиваются постепенно, через недоверие, споры и взаимную поддержку. Дуру начинает замечать, что ее чувства к Яману меняются. И когда она узнает, что для него ищут другую женщину, в ней вспыхивает ревность. Это чувство становится для нее неожиданным, но сильным. В итоге она сама решает занять это место рядом с ним. Яман тоже не остается равнодушным. Он все чаще оказывается рядом с Дуру, защищает ее, и между ними возникает особая связь. Тем временем Гюль и ее мать продолжают строить свои планы. Гюль идет на сделку с Лейлой, снимается в рекламе компании и получает за это деньги. Но за этим стоит не просто желание заработать, это шаг к возвращению в жизнь Парса. Султан Ханым, узнав об их прошлом, понимает, насколько это опасно. Она действует решительно, встречается с Асимом и платит ему, чтобы тот удержал Гюль подальше. Но даже это не останавливает Гюль. Вместе с матерью она продолжает идти к своей цели, игнорируя любые препятствия. Ася, узнав правду, больше не остается в стороне. В ее взгляде появляется решимость. Она начинает бороться за свою любовь, стараясь не подпускать Гюль к Парсу. Но Гюль не из тех, кто отступает. Она находит способы вновь и вновь появляться в их жизни. И именно поэтому она становится главным источником напряжения, настоящей антагонисткой этой истории. Ее действия вызывают сильные эмоции, от раздражения до откровенной неприязни. Но, как и в любой истории, без такого персонажа не обойтись. Именно он делает сюжет напряженным и живым. И теперь остается только наблюдать, к чему приведет это противостояние. А как вы думаете, чем все это закончится?